Всем привет! В предыдущей серии я соединил двигатель Атаки с коробкой от Москвича и поставил на этот тандем стартер, а в этой серии установлю двигатель в багги, подключу к нему проводку и попробую прокатиться. Сейчас я расскажу поэтапно, как я интегрировал эту сборку в багги. Первым делом подкатил багги под двигатель и примерил его в новом моторном отсеке. Оказалось, что карбюратор упирается в стойку, и придется ее срезать. Думаю, после установки приварю ее в обход карбюратора. Крепление коробки я не менял, и оно осталось на своем месте. Затем прикрутил привода, для того, чтобы отрегулировать положение двигателя по горизонтали. Это нужно, чтобы при работе подвески не сломать шрус, когда он будет сжиматься на кочках. Примерно поняв положение двигателя, взялся за передние опоры. Для них нужно сделать кронштейны, которые будут приварены к раме. Их я сделаю из стальной полосы, так же как и все кронштейны рычагов в багги. Сделал надрезы для удобного сгибания полосы в П-образный кронштейн. Приварил к ним трубу и прикрутил их к подушкам двигателя. После регулировки и небольшой подгонки приварил кронштейны к раме. Протестировал возможные отклонения двигателя во время его работы. Двигатель отклоняется в меру и не задевает за раму. Хоть наши багги из PUBG, но существуют и другие игры, в которые можно расслабиться после напряженного дня в мастерской, и одна из них — Guardians of Ember. Это бесплатная игра-гибрид жанров ММО и Hack and Slash, которая активно набирает популярность в России с 2019 года. Здесь игроков ждут красочные и сочные баталии с ордами монстров, которые заполонили мир Оллендейл, а в атмосферных подземельях хранят свои сокровища могущественные боссы. Помимо этого в игре есть PvP-арены, если вам больше нравится соревноваться с другими игроками. В игре доступно 4 расы и 6 классов: рыцарь, жнец, маг, охотник, инженер и темный рыцарь. При этом можно одновременно выбирать два разных класса. Например, темная магия рыцаря и огнестрельное оружие инженера создают неповторимый микс. Игра отлично оптимизирована и выглядит очень приятно. Я уверен, она может подарить вам многие часы интересного геймплея и приятных эмоций, особенно если играть с друзьями. Так что переходите по ссылке в описании, скачивайте ее и начинайте играть прямо сейчас. Как оказалось, я поторопился и рано отрезал трубу. После установки передних опор карбюратор находился на достаточном расстоянии от рамы. Пришлось возвращать кусок трубы на место. Раньше рабочий цилиндр сцепления крепился к переходной плите. Теперь для него сделал отдельное крепление на выступе коробки. Следующий элемент, который нужно установить, это радиатор охлаждения. Конечно, он в печальном состоянии, но не течет, а значит в замене не нуждается. Единственное подходящее для него место над коробкой, под ступеньками пассажира. Закреплю его так же, как он крепится на машине, через резиновые проставки. Для этого из трубы вырезал для них крепления. После примерки приварил их к раме. Спереди радиатор будет держаться на скобах, которые будут приварены к верхней ступеньке. Пока не буду соединять радиатор патрубками, а займусь электропитанием. Установил на свое место генератор и натянул клиновидный ремень. Занялся поиском места размещения аккумулятора. Сначала хотел установить батарею в передней части багги, но там все место занято цилиндрами и тормозными магистралями. Нашлось для него единственное место над двигателем, но там еще будут проходить патрубки радиатора, и он будет попросту мешать. По этой причине я решил отказаться от большого аккумулятора и взял поменьше, на 40 ампер. Он как раз влезет между двигателем и сиденьем. Для него сварил подставку в виде рамки и приварил ее к раме. Далее, что я сделал, это изменил выпускной коллектор. Немного его подрезал и на выходе варил 50-ю трубу. После нее будет идти виброкомпенсатор выхлопной системы, чтобы вибрации двигателя не передавались на сам глушитель и его соединения. На муфту будет приварен фланец, который также рассверлил до 50 мм.
Глушитель прямоточный оставлю тот же, но с переделкой внутренней трубы под 50 мм. Во время примерки посадил все на прихватки, снял, проварил и установил уже окончательно глушитель на свое место. С выпуском я закончил и перешел к впуску. Фильтрующим элементом в системе будет фильтр нулевого сопротивления. Это единственный вариант, так как другой просто не влезет из-за близкого расположения карбюратора к раме. Пропитал его специальной жидкостью и установил на карбюратор. Он идеально подошел на свое место. Теперь можно заняться патрубками радиатора. Я не нашел в продаже армированные шланги нужного диаметра на отрез и воспользовался стандартным комплектом патрубков Атаки. Из двух шлангов сделал длинную магистраль с помощью соединителей из трубы и хомутов. Шланги размещены под наклоном, так что я думаю, воздуха в них не будет. Коммутатор-катушку реле зажигания спрятал в коробке, пока все соединил на скрутке для проверки заводки двигателя. На время проверки бензобаком послужит пластиковая бутылка. Подкачал топливо и попробовал запустить двигатель. Двигатель не завелся, и я решил проверить свечи и искру. Они были немного подкопченые, но все же искра была. Попробовал снова завести двигатель, но неудачно. Значит, буду перебирать все элементы системы, пока не найду проблему. Начал с карбюратора, решил его почистить и поменять все расходники. Собрал карбюратор и попробовал снова. Все осталось так же. Затем заменил датчик холла и заодно катушку зажигания. Двигатель завелся, правда нестабильно, но все же был результат. Для дальнейшей проверки все-таки нужно залить антифриз в систему охлаждения, чтобы случайно не перегреть двигатель. После этого еще поднастроил карбюратор, и двигатель стал работать почище. Но после ночи простоя он опять стал барахлить и даже плеваться бензином из карбюратора. И тут я вспомнил, во время снятия двигателя я погнул электромагнитный клапан, который отвечает за подачу топлива. Этот клапан не был подключен, и я подумал, что это заглушка. Бывший владелец откусил иглу и вкрутил его обратно. Это нормальная практика, и много кто так делает. Но выкрутив клапан, я заметил, что игла на месте, а значит автомобиль работал на холостых оборотах при перекрытой подаче топлива. Тогда я не придал этому особого значения и поставил вместо него заглушку. И только теперь понял, что карбюратор не обычный, а жестко доработанный. Купил новый карбюратор и сравнил его со старым. Воздушная заслонка пускового устройства на новом плотно закрыта, на старом отогнута отверткой. Дроссельные заслонки обеих камер на новом карбюраторе плотно закрыты, на старом были приоткрыты на пару миллиметров. Теперь понятно, как работала эта машина. В карбюраторе отсутствовал холостой ход, и работу двигателя поддерживала приоткрытая заслонка. Установил новый карбюратор и попробовал запустить двигатель. Двигатель сразу же завелся, отрегулировал карбюратор и оставил все как есть. Заметил, что после прогрева радиатор холодный, и патрубки после термостата тоже. Не стал менять термостат, а просто убрал его из системы и сделал постоянный большой круг. Заменил его муфтой с соском под расширительный бачок. На приборную панель поставил указатель температуры от шестерки, и термодатчик включения вентилятора тоже от нее. Когда температура достигала плюс-минус 90 градусов, вентилятор срабатывал и охлаждал систему. Бензобак взял от предыдущего двигателя, также заменил бензонасос на более надежный.
За сиденьем установил моторный щит. Это сделано для безопасности, так как двигатель имеет антифриз и будет неприятно, если патрубок отойдет и ошпарит водителя кипятком. Еще раз все проверил, залил бензин и отправился на испытание. Завел двигатель и дал ему прогреться до рабочей температуры. После этого двигатель заглох и перестал заводиться. Первым делом я проверил свечи, они были в принципе в нормальном состоянии. Далее я проверил искру. На свету камера не видит, но искра была нормальная. Закрутил свечи и попробовал снова завести двигатель. Двигатель завелся, немного прогрелся и стал работать опять стабильно. Но снова прогревшись до рабочей температуры, заглох. В полевых условиях снял крышку карбюратора, проверил жиклеры и уровень топлива. Тут оказалось все в порядке, все-таки новый карбюратор. Двигатель остыв снова завелся и, прогревшись, стал чихать в карбюратор. Тут может быть много причин, как с электроникой, так и с бензонасосом, хотя я поставил новый. Еще при покупке я заметил, что трамблер повернут, и зажигание стоит раннее. Но он на таком положении раньше работал ровно, и при работе в мастерской тоже все было хорошо. Что-то случилось, и двигатель, поработав немного на холостых оборотах, перестал глохнуть. И я уже хотел прокатиться, но двигатель снова заглох, будь он неладен. А тут, как назло, поднялся ураганный ветер и полил дождь. Нужно было срочно уезжать, так как грунтовые дороги быстро превращаются в болото, и можно в них застрять не на шутку. Все-таки старая техника частенько подводит, но я все равно не сдамся и разберусь в проблеме, и выпущу еще одно небольшое видео с тест-драйвом. А пока всем спасибо за внимание и вашу поддержку. Ставьте большой палец вверх, увидимся в следующем видео.